Сегодня у нас среда, а это значит, что завтра жирный четверг. А если жирный четверг, то это пончики. Их в Польше пекут в этот день огромнейшее количество, везде будут, во всех магазинах будут завалены, люди будут покупать их также в больших количествах, вот, потому что этот день, он как бы в Польше отождествляется с Масленицей, но это только один день, не так, как в православии, что там Масленица длится целую неделю. Вот, в Польше это один жирный четверг. Его ассоциируют с пончиками или еще с домашним таким хворостом, который также жарится на масле. Вот это два атрибута – хворост и пончики. Я уже в предыдущих годах вам снимала видео специально о жирном четверге, можете посмотреть, если вы на моем канале недавно. Кто давно, тот смотрит и знает. Я в этом году приболела, поэтому не поеду в город снимать вам жирный четверг в этом году, но никто меня не освобождает от того, чтобы этот четверг был у нас дома и, как всегда, с домашними пончиками. Моя семья не хочет покупать, их это не устраивает, поэтому придется делать самому. И чтобы завтра на четверг у нас было все как у всех и еще лучше, вот я начинаю подготовку этого всего. Ну, сегодня буду в среду печь пончики, но тесто делаю всегда день раньше. Я для вас засняла рецепт, поэтому выложу для вас рецепт теста. А сегодня приступаю к жарке пончиков. Будут они у меня двух сортов. Одни это такие традиционные с джемом, с такой сладкой начинкой, а вторые я всегда делаю творожные пончики. Они также очень и очень вкусные и пользуются у нас дома большим спросом. Хворост, наверное, я в этом году делать не буду. Это такое довольно трудоемкое занятие с этим тестом. Я себя не очень хорошо чувствую, поэтому я его в этом году делать не буду. А пончики нужно будет осилить. Поэтому приглашаю вас, друзья мои, осилить их вместе со мной. Начинаю я с подогрева молока, и делать буду я двойную порцию рецепта, который вам подам. Вместо дрожжей я всегда использую хлебную закваску. У меня здесь ржаная закваска. И вот начинаю уже приготовление, потому что закваску ранее подкормила, так что она у меня активная сейчас. Вот. А кто не использует закваску, тот берет дрожжи и делает опару. То есть дрожжи смешивает с небольшим количеством молока, добавляет сахар, немножко сахара в муку и ждет, пока это все подрастет. А потом делаете, как я сейчас. То есть я добавила сахар, заливаю это все теплым молоком, то есть мою закваску, типа вашей опары, сахар, и все это буду размешивать до такой однородной консистенции. И кто не верит, что можно даже пончики делать без использования дрожжей, сейчас увидите, что это возможно и будет все очень хорошо подходить, расти. Поэтому без дрожжей жить можно. Я живу уже более 10 лет и очень хорошо справляюсь. Если хотите узнать, как сделать закваску, посмотрите, у меня на канале есть очень подробное видео на эту тему. Ничего сложного. Итак, теперь беру яйца. У меня, как я говорила, двойная порция, поэтому 2 яйца. И в этой мисочке, в которой я отмеряла сахар, его видно сейчас на мисочке, я буду взбивать яйца. Достаточно это сделать венчиком и не обязательно брать к этому миксер. Вот так я взбила яйца и сейчас буду добавлять их в тесто. Вот так в ту массу, которую я размешала ранее, я добавила яйца. И теперь все это также размешаю. Вуаля, я добавляю еще туда по рецепту соль и растопленное масло.
Все это опять хорошенечко размешиваю до однородной консистенции. И сейчас остается последний ингредиент – это мука, которую я также буду добавлять постепенно. Вот так небольшими порциями досыпаю просеянную муку и размешиваю ложкой. Когда уже это будет невозможно делать ложкой, я высыплю муку всю и буду замешивать тесто уже вручную, но пока делаю маленькими порциями. Так мне намного и намного удобнее. Вот опять добавила муку, но здесь уже, как видите, тесто такой консистенции, что нужно его размешивать руками. Мне помогает сын, а я для вас снимаю процесс замеса теста. Оно должно быть не слишком крутым, но и довольно-таки хорошо отставать от миски и от руки. Не делайте тесто слишком тяжелым, потому что тогда оно будет хуже расти. Ну, вот так должно выглядеть тесто в конечном результате. Вы смотрите также не только на грамматуру муки в рецепте, но и то, как тесто замешивается. Все зависит от муки и от жидкости, которые у вас. Поэтому, если тесто будет слишком жидким, добавьте еще муки. И если крутым, не добавляйте. Я оставила тесто на ночь прикрытое, и посмотрите, как за ночь у меня оно выросло. И сэкономила мне время. Вечером замесила, утром уже тесто готовое к разделке. Вот я выложила тесто на доску, чтобы показать вам, сколько его вышло и какое оно на ощупь. Очень приятное, пластичное и хорошее. Сейчас я его буду замешивать и разделывать. Теста у меня много, поэтому поделила его на 2 ровные части и буду делать постепенно. Сначала раскатаю тесто в пласт и покажу вам, что буду делать дальше. Вот я раскатала тесто, сейчас я его сгибаю напополам и здесь я помечу серединку. Раскрываю, чтобы точно знать, где у нас серединка, и сделаю легкую пометку ножом. Сейчас вам покажу и расскажу, зачем. Я буду делать пончики с начинкой, и начинка у меня будет сразу в пончиках. Вот так я сделала стаканчиком отметки на свои пончики. Теперь я положила начинку вовнутрь. И покажу вам, как я буду эти пончики склеивать. Я накрываю и теперь буду стаканом вырезать свои пончики. Вот так. И они уже склеены. Я немножко подсматриваю, где у меня варенье, чтобы хорошо в нужном месте вырезать кружочек. Поэтому можно вот так открыть, подсмотреть и поставить стакан в нужном месте. Таким образом, у нас пончик получится уже с начинкой. У меня нету такого приспособления, чтобы вовнутрь таким как бы шприцом давать начинку. Я предпочитаю сделать вот такие пончики, где начинка уже сразу внутри. И вот я подсмотрела и опять вырезаю уже готовый пончик. Вуаля! Вот такой мой способ на пончики с начинкой. Как видите, ничего сложного здесь нету. И так я поступлю со всем тестом и оставлю их до того, чтобы они подросли, подошли, и потом приступлю к жарке. Вот мои пончики уже подросли, и я приступаю к жарке пончиков. Вышло у меня их 27 штук. Вот первые пончики, которые жарятся, и кусочек теста, который у меня остался. Вот такие пончики получились. Пару штук у меня пустых, а остальные с начинкой. С хрустящей корочкой. Все как должно быть. Вот давайте
попробуем разрезать пончик и посмотреть, какой он будет внутри. Этот попался без начинки. Но посмотрите, какое шикарное тесто. И как они просто нежные, как пух. А вот и пончик с начинкой, но разрезался он у меня в том месте, где начинку не слишком хорошо видно, ее намного больше в пончике. Но также посмотрите, как оно получилось. И тесто хорошее, и закалки нету, и начинка уже внутри нашего пончика. К слову, еще скажу, что жарила я их не на подсолнечном масле, а на смальце. Вроде говорят, что на смальце пончики получаются лучше и вкуснее, поэтому в этом году я жарила на смальце, и все получилось идеально. А сейчас приступаю к творожным пончикам. У меня здесь полкило, 2 пачки по 250 грамм. Видите, забрызганная мисочка, здесь какая-то была жидкость в этом твороге, он такой не слишком сухой. Итак, приступаем. Творог нужно размять. Здесь у меня 3 яйца и полстакана сахара. Сахар также можете брать на вкус. Любите слишком сладкие или менее сладкие. Разминаем творог. Хорошо, так, до однородной массы. И на базе этого творога будем с вами замешивать тесто на пончик. Здесь у меня взбитые миксером яйца с сахаром, которые сейчас отправляем к творогу. И постепенно будем добавлять все другие ингредиенты. Но сперва я все хорошенько перемешаю ложкой, чтобы получилась однородная масса яйца и творог. Добавила муку, соду погасила уксусом и теперь буду замешивать тесто. Сначала ложкой, потом перейду на ручной замес. Вот такое тесто получается. Также не должно быть слишком крутым, но хорошо отходить и от рук, и от миски. Теперь покажу вам, что я буду с тестом делать дальше. А дальше делаю жгутики и режу на маленькие кусочки, из которых буду уже формировать вот так вот наши пончики. Они не должны быть слишком большими, чтобы хорошо прожарились во фритюре. Поэтому делайте такие шарики. Все готово, не считала, сколько таких шариков у меня получилось. И теперь буду приступать к жарке. Вот они, румяные пончики. Вуаля! Вот результат конечный. Они тоже получаются с хрустящей корочкой, очень нежные внутри, ароматные, пахнут ванилью. Я добавляла ванильный сахар. Не помню, сказала вам или нет, но пончики просто восхитительные. Вуаля, я готова на жирный четверг. Как видите, этих пончиков уже немножко убыло. Мои не выдержали и уже дорвались до них и начали их уничтожать. Ну что ж, было для них все свежее, самое вкусное. На завтра нам еще хватит. Кто не любит дрожжевое тесто и боится, что у него пончики не получатся, делайте творожные. Они получатся у всех. Пока-пока.